Здравствуйте, мои друзья! Сегодня мы с вами приготовим летний сливовый пирог. Будет он постным, вегетарианским, без яиц, без молочных продуктов. Готовится очень просто, получается вкуснейшим. Для теста нам понадобится 1,5 стакана муки. Это примерно 240 грамм. Я пользуюсь стаканом объемом 250 миллилитров. Полстакана манки, или в моем случае это миндальная мука. 2 столовые ложки 30 грамм кукурузного крахмала, 100 грамм сахарной пудры и щепотка соли. Это сухие компоненты, все перемешиваем и вливаем полстакана растительного масла без запаха. Замешиваем тесто, у нас должна получиться крошка. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. Друзья мои, если вам нравится видео, ставьте лайк, это поможет продвижению видео. Его увидит большее количество зрителей. Вот такая крошка у нас получилась. Для начинки нам нужно примерно 500 грамм слив. Я разрезаю сливы на половинки и вырезаю косточку. Сливы можно нарезать на дольки. Я нарезаю на такие небольшие кубики. Вот такие у нас кубики получаются. Форма у меня 22 сантиметра диаметром, и дно и бока я выстелила пекарской бумагой. Половину крошки выкладываем в форму на дно, разравниваем ровным слоем и тыльной стороной ложки вот так все утрамбовываем аккуратно, чтобы у нас получилась ровная песочная основа. На нее мы выкладываем столовую ложку варенья или джема. У меня сливовый джем, он был густым, я добавила немножко теплой воды и вот так вот ровным слоем намазываем на песочную основу джем. Сверху на джем нужно посыпать столовую ложку манки или миндальной муки. Я сыплю миндальную муку, мне так нравится, так вкуснее. К сливе нарезанной я добавляю 30 грамм, это 3 столовые ложки коричневого сахара. Все перемешиваем и выкладываем нашу начинку в форму, разравниваем ровным слоем. И сверху на сливу выкладываем оставшуюся половину крошки. Духовка у меня заранее разогрета на 180 градусов, режим вверх-вниз. После того, как мы выложили крошку, можно сверху посыпать немножко сахаром, чтобы он карамелизовался во время выпечки. Делать это не обязательно, но мне так больше нравится. Пирог будем печь до румяности. В моей духовке он пекся 50 минут. Нужно ему дать полностью остыть, а лучше еще подержать его пару часов в холодильнике, чтобы начинка стала стабильной. У меня пирог стоял 2 часа в холодильнике. И только после этого мы убираем форму, убираем пекарскую бумагу. Посмотрите, какой красивый пирог. Вы видите, сколько там сочной начинки. Сейчас мы будем разрезать пирог и пробовать. Режется он прекрасно. Он держит форму, кусочек. Посмотрим, что же у нас получилось в разрезе. А посмотрите, какая красота в разрезе. Сколько много сочной сливовой начинки. Пробуем. Друзья мои, это фантастически вкусно. Хрустящая крошка, сочная, как мармелад, сливовая начинка. Приготовьте, это так просто и очень-очень вкусно.